В роскошном ресторане царила утренняя тишина, нарушаемая лишь мягким звоном посуды. За угловым столиком сидел молодой мужчина, привыкший к тому, что любые его проблемы решаются деньгами и скоростью. Но сегодня его взгляд был тревожен. На руках у него лежал младенец, бледный и обессиленный. Ребенок уже несколько дней отказывался от любой пищи, и врачи не могли понять причину. Мужчина привез его сюда не из каприза, он отчаянно искал встречу с нужными людьми, которые могли бы помочь, но малыш слабел буквально на глазах. Официантка заметила необычную сцену, когда проходила мимо с подносом. Она увидела, как младенец вяло попытался прижаться к грудной клетке мужчины, но сил у него почти не осталось. Женщина остановилась лишь на мгновение, однако этого взгляда было достаточно, чтобы понять ситуацию лучше любых слов. У нее самой недавно родился ребенок, и забота о младенцах была для нее не просто обязанностью. Она шла изнутри, из самой глубины материнской сущности. Наблюдая за тем, как младенец едва дышит, она сделала шаг, который в обычных условиях посчитала бы невозможным. Оставив поднос, она тихо подошла, попросила мужчину передать ей ребенка. Он, ошеломленный, но отчаянный, сделал это без сопротивления. Женщина прижала младенца к себе и дала ему то, что могла дать лишь мать: тепло, близость и молоко, которое ее организм все еще производил. Ребенок сначала едва шевельнулся, а затем, словно услышав зов жизни, стал пить. К его лицу понемногу возвращался цвет, дыхание стало ровнее, а слабые ручки уже цеплялись за ткань ее платья с неожиданной силой. Мужчина наблюдал за происходящим так, будто перед ним вершилось чудо, и в каком-то смысле так и было. Когда малыш наконец насытился и уснул, ресторан словно стал другим, спокойнее, светлее. Женщина осторожно передала ребенка обратно, а мужчина, еще не способный подобрать слова, впервые ощутил, что богатство — лишь тень перед настоящей ценностью человеческой доброты. Официантка просто вернулась к работе, будто ничего необычного не произошло. Но в тот день она спасла жизнь не ради благодарности, не ради награды, а просто потому, что могла. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.